Меня часто спрашивают, что я ем, в чем я себя ограничиваю и сложно ли мне это дается. Сегодня выпуск о питании, о продуктах, которые я приобретаю, и вы узнаете, какой будет чек на мои продукты. Съемку буду проводить камерой телефона, потому что обычной камерой мне здесь не разрешают. Это не Америка. Заодно вы узнаете, какие продукты я добавила в свой рацион, а какие исключила. Поехали! В голове каждого из нас сидит такой маленький чертик, который говорит нам: давай сегодня побалуем себя. Один раз можно, съедим торт, мороженое, а вот завтра в зале все сожжем. Или вы думаете, я и так активно могу себе позволить? Голос этого чертика звучит еще громче, когда мы идем в магазин голодными. Будьте осторожны, когда смотрите на продукты такими глазами. Или берете их в руки, подумайте, нужны ли они вам, прежде чем положить их в корзину. Какую пользу или удовольствие они вам принесут? И стоит ли за это платить? Тем не менее, я тоже не железная и иногда отступаю от своих правил. Тогда чертик одерживает маленькую победу. Как, например, сейчас перед входом я решила выпить вторую за сегодня чашку кофе. Специально делаю такой кофе невкусный, чтобы у них после потом сладости наесться. А кофе со сладостями калорийный 2 раза. Потом бегаешь по супермаркету, покупаешь сумасшедшими глазами целую кучу продуктов ненужных. Входим в торговый зал, и, как обычно, нас встречают вкусно пахнущий хлеб и булки. Но я их в корзину не кладу. Если внимательно почитать состав, то можно увидеть, что кроме пшеничной, ржаной муки, есть очень много всего. Добавки, усилители вкуса, сахар и его заменители, с одной стороны, доставляют нашему мозгу удовольствие, а с другой захламляют наш кишечник. Знаете ли вы, что кишечник называют вторым мозгом? Напишите мне в комментариях. Основная причина отказа от хлебобулочных – это, конечно же, глютен. Объясню просто. Например, на переработку крахмала, который есть в хлебе, тратится достаточно большой объем ферментов, и часто их недостаток. Вы же не едите клей, но почему же нас всех приучили есть клейковину в виде пшеничной, ржаной и прочей муки? Потому что это очень выгодно. Вы быстро насыщаетесь, а компании зарабатывают. Но если без хлеба совсем никак, тогда возьмите цельнозерновую выпечку без глютена или испеките его сами. Он будет вкуснейшим. Поехали дальше. Мой любимый отдел – овощи и фрукты. Источник клетчатки, витаминов и энергии. Признавайтесь, вы думаете, что фрукты полезны и их можно есть килограммами? Мне пришлось их ограничить. В идеале это 1 фрукт в день, а еще лучше – ягоды. Лето на дворе, пользуйтесь моментом, но не забывайте, сколько сахара в них содержится. И если у вас удался урожай, лучше их заморозьте. Моя норма сахара – от 10 до 25 грамм в день. Оптимально 20 грамм. Поэтому тут обязательно контролирую съеденное за день. Добавленный сахар есть практически во всех полуфабрикатах. Мед – это тоже сахар. Не ищите оправданий, чтобы оставить большую дозу в вашем рационе. Фруктоза, сахароза, мальтитол, декстроза сложно перечислять. И все это сахар. Читайте этикетки. Сахар вызывает воспаление. На данный момент мои фрукты и ягоды – это малина, абрикосы и папайя. Кстати, папайя не очень распространенный фрукт и не дешевый, но есть добавки. Почему папайя? Это природный энзим, помогает организму расщеплять белки, жиры, углеводы. И хорошо влияет на наш кишечник. Моей собаке уже 16-й год. Так вот, когда у него проблемы с кишечником, мы всегда добавляем папайю. В природе животные ее тоже едят. Есть еще овощи и фрукты, богатые ферментами. Даже очень дешевые. Кстати, здесь апельсины, мандарины прямо с дерева, но я давно их не ела. Вкусовые рецепторы меняются, когда долгое время без сахара. Для меня они слишком сладкие. Выбирайте разные фрукты. Тут действует принцип: чем разнообразнее и сбалансированнее рацион, тем лучше. Ну, пошли в овощи. Я ем все овощи, но крестоцветные только в обработанном виде. Глюкозинолаты в крестоцветных провоцируют развитие зуба, и это доказано учеными. После тепловой обработки их можно употреблять. Так что мой любимый зеленый суп из брокколи остался со мной. Но сегодня я не беру брокколи, возьму цветную капусту и тыкву. Хочу разнообразить меню. Для восполнения необходимых жиров я беру авокадо и орехи, но не арахис. На арахис у многих аллергии, у меня в том числе. Напишите в комментариях, есть ли у вас пищевая аллергия. Есть еще симптомы, которые показывают ее присутствие, и продукты, которые вызывают эту аллергию. Проверьте, есть ли у вас такие симптомы. Ну а я пошла за своим основным источником белка. Я очень люблю лосось. Часто беру треску, дорадо, сибас и хек. Очень нравятся моллюски. Посмотрите, какой тунец. Не очень его люблю, он суховатый.
Часто беру рыбу ту, которая понравилась на глаз. Но сегодня не понравился лосось. Возьму его в другой раз. В день я употребляю белка около 80-100 грамм. Жиров у меня около 60 грамм в день. Остальное углеводы, и это примерно около 120 грамм. Калорийности стараюсь не превышать 1500 калорий. Посмотрите, какие устрицы. Вполне можно себе позволить, но у меня аллергия на устричный белок. Повезло супругу, экономия в ресторанах. А вот креветки – отличная пища для разнообразия. 10 штучек с салатом, тыквенными семечками, болгарский перец. Даже перечисляя, все это уже вкусно и сытно. И не говорите, что это дорого. При одинаковой цене калорийность креветок будет гораздо ниже. Я посчитала примерную стоимость блюда из лосося, овощей и порции углеводов – 350 рублей. Здесь, в Испании, стоимость блюда выходит дешевле – 250 рублей за счет цены лосося. В России он в 2-3 раза дороже. Мясо я прохожу мимо, потому что в этом магазине мясо обычно не беру. И ем его крайне редко. Поэтому у меня, видимо, железо всегда показывает низкий уровень. Восполняю приемом добавок. Но если я хочу мясо, то, конечно же, покупаю его на рынке или фермерском мясном магазинчике. Птицу ем редко, 1 или 2 раза в неделю. Вкус курицы мне не нравится. Ем индейку, в ней есть нужный нам триптофан. Ну и, конечно же, самый дешевый и доступный вид белка – это яйца. Ем их вареными. 2-3 белка в день, 1 желток. Яйца предпочитаю от куриц, которые гуляли на свежем воздухе. Так написано на коробке. Надеюсь, что это так и есть. Рядом с мясом всегда многочисленные прилавки сыра, колбасных изделий. Сыр я очень люблю, особенно если посмотреть на всю эту красоту. Всегда что-то хочется взять. Но у меня непереносимость лактозы. И если переносите лактозу, на завтрак 30-40 грамм сыра вполне можно себе позволить. А вот колбасу и колбасные изделия я, конечно же, обхожу стороной. Консервы, сладкие напитки, различные соусы, алкогольные напитки. Все это я, конечно же, не ем, и мне не хочется. Дошла до секции био, и здесь возьму углеводы. Из углеводов я ем гречку, киноа, амарант. Здесь гречка гораздо дороже, чем в России. Еще употребляю нут. Покупаю муку из него или делаю сама. Можно готовить оладьи, блинчики или, например, испечь полезное высокобелковое печенье на кокосовом молоке. Часто включаю в рацион рис. Любите соевый соус? Старайтесь брать его без сахара и алкоголя. Я его полностью исключила. Раньше я его употребляла с рисом, с рыбой, но изофлавоны в сое тормозят производство ферментов щитовидной железы. Поэтому сейчас я его исключила. Так что бодибилдеры и худеющие, учитывайте это. Мне кажется, мы прошлись почти по всем группам продуктов. Пошли на выход. Сколько же выйдет сегодня моя продуктовая корзина? Так как я не взяла рыбу или мясо, чек будет меньше примерно на 10 евро. С рыбой или мясом примерно 50 евро на неделю. Ну а чек составил 42 евро. В среднем мы с супругом тратим 100 евро в неделю на продукты питания. У него свой выбор продуктов, у меня свой, но есть и одинаковые. Разница лишь в углеводах. На самом деле я им разнообразную и очень вкусную еду, которая мне никогда не надоедает. Мой совет: если вы отказываетесь от каких-либо продуктов и у вас нет проблем со здоровьем, вы хотите, например, похудеть, то делайте это постепенно. Не лишайте себя сразу, не подвергайте свой организм сильному стрессу. Так вы сделаете только хуже. Ну а я всем желаю вам здоровья и удовольствия от жизни, которая у нас такая интересная. До скорой встречи на моем канале.